Начинаем окрашивать крем. Краситель берем розовый электро. Вначале начинаем окрашивать интенсивные, самые насыщенные цвета. Откладываем в сторону часть, добавляем белый, откладываем и оставляем совсем немного и делаем практически белый крем на грани, такой слегка розовый. В кондитерский мешок вначале кладем сбоку в длину ярко-розовый. Это будет наш край лепестка. Вот посмотрите сбоку, как это выглядит, да? То есть вот так вот. Дальше кладем светлый розовый и впоследствии вообще практически белый крем. Все это в мешке распределяем, помогаем себе лопаточкой. Насадка 124К, пяточка, носик. Посмотрите, пяточка у нас отвечает за внутренний край лепестка. И это более широкий конец насадки. Носик — это внешний край лепестка, и это заостренная часть. Смотрим. Мешок кондитерский у нас имеет стык, срез, и этот срез мы размещаем кондитерскую насадку таким образом, чтобы этот срез у нас был посередине насадки проходил. Не по краю носика, не по краю пяточки, строго посередине, чтобы мешок кондитерский не рвался. Отрезаем кончик у кондитерского мешка с кремом, ширина его, срез должна быть ровно такая, как ширина насадки, края насадки, из которой будет выходить крем. Закладываем крем в кондитерский мешок с насадкой таким образом, чтобы к носику было расположение яркого розового цвета. Так, пергамент закрепляем на гвоздик. Делаем основание розы где-то высотой 1,5 сантиметра. Прокручивающими движениями отрываем крем. Делаем первый лепесток розы, внутреннюю часть розы. Насадку ставим перпендикулярно основанию и прокручиваем гвоздик. Насадка стоит, гвоздик крутится. Второй лепесток обнимаем первый. Третий лепесток тоже обнимаем. Формируем такое наслоение лепестков друг на друга. Четвертый лепесток. Здесь уже его не смыкаем. И пятый лепесток, который окончательно как бы формирует нашу серединку розы. Пошли лепестки на раскрытие. Не делаем их сильно широкими. Лучше их поднять в высоту. Сделать их высокими, чтобы они возвышались над нашей серединой. Здесь уже закрепляем основание розы. Так это выглядит. Еще один ряд лепестков. Здесь уже насадка идет, больше отклоняется от основания. В таком виде можно розу оставить, но можно и сделать ее более пышной.
Так, еще роза. Делаем основание, также высотой 1,5 сантиметра. Насадка перпендикулярна основанию. Прокручиваем гвоздик, делаем середину розы. Все по аналогии с предыдущей розой. Еще один внутренний лепесток, но он уже как бы и отклоняется, вроде бы как он и внутри, а вроде бы как и на отклонение пошел. Вот уже пошли внешние лепестки, которые формируются под углом к основанию. Так. Чем хороша насадка 124К, это тем, что она имеет такой закругленный носик, и у розы получается красиво отклоненный край, вывернутый край. И плюс эта насадка формирует такой тонкий лепесток. Все-таки со 125 насадкой получается более он толстый, грубоватый, а вот 124К дает красивый нежный лепесток. Ну вот, роза готова.